Всем привет! Сегодня мы в гостях у Юлии Дивагни. Сейчас она расскажет про себя, про свое интересное имя, откуда оно появилось, про свои картины, конечно, потому что это самое то, что впечатлило меня и заставило меня прийти сюда сегодня. Спасибо большое. Привет, Юля. Привет, Добринка. Ну, расскажи нам сначала, может быть, про имя. Хорошо. Мне так интересно стало, я такого имени, конечно, не встречала. Это имя на санскрите. Это дали мне духовное имя, новое, потому что началась новая жизнь. Новое имя. Вы знаете, это практикуется и в Израиле на самом деле. Я думаю, что это практикуется на самом деле везде. То есть ты где-то была в каком-то месте, с кем-то общалась? Да, я училась в духовной, скажем так, школе. И когда произошли определенные процессы, изменения моего сознания, изменения моей жизни, и это был новый прорыв, то тогда уже мне дали новое имя. То есть я так понимаю, что вот это имя как-то связано именно с этими новыми, как бы с новым стилем работ, с новыми картинами, или этот стиль у тебя был еще до этого? Никакого отношения к работе это не имеет. Когда я получила это имя, у меня вообще не было ни работ, ни живописи. В этот период жизни я как раз была выключена для живописи. Я отключила ее сама для себя после долгой депрессии, после каких-то таких событий. То есть я так понимаю, что было какое-то травматическое событие в твоей жизни, которое именно тебя заставило вот как бы переосмыслить свою жизнь, правильно? Да, абсолютно. Расскажи нам чуточку побольше, как бы, и у меня аж мурашки сейчас по коже. Мне стало страшно, расскажи. В возрасте 36 лет в Израиле я вдруг обнаружила такую культуру, как ночная жизнь, ночные клубы, всякие субстанции, которыми, конечно, пользуются очень многие в ночных клубах. И мне это так понравилось. То есть Израиль тебя развратил, да? Или Израиль тебе дал? Или Израиль тебе дал что-то новое, новое? Нет, это развратила я сама себя. Ну, потому что были всякие житейские бытовые неурядицы. А что конкретно случилось? Вот ты ходишь вокруг около и не говоришь, что толком у тебя случилось? Очень много было событий. Потеря денег наших всех во время дефолта. Поэтому какие-то такие. У меня была жизнь достаточно порхающая. И мне не требовалось особо многого для бытовой жизни. Я знаю, что у тебя был такой трагический момент, когда у тебя вся студия или все картины сгорели. Да, вот это было связано как раз со знакомством с ночными клубами. Это появились, конечно, всякие странные люди в окружении. А почему? Чем ты их разозлила, скажем так? Ну, это довольно большой такой поступок, да? Ну, всегда женщину окружают мужчины. То есть безответная любовь, и решили тебе отомстить? Я бы не решила, я бы не сказала, что это любовь, там была страсть, скорее всего. Там, ну, какая любовь, боже мой. Там было желание обладать и показать всем. Я поняла. А так как я отвергла ухаживание человека, причем отвергла публично, не стесняясь в выражениях, получила. Поэтому там затаилась, конечно, очень сильная злоба, и мне таким образом отомстили, мне просто спалили мастерскую. Человек знал, что живопись для меня это на первом месте, что я без нее не могу жить. Вообще ничего не осталось из картин. То есть мы понимаем, что вот то, что мы сейчас видим, это все новое. Это после какого периода у тебя все это? Ну, после этой депрессии прошло 6 лет, я училась в этой эзотерической школе, я восстанавливала свой энергетический потенциал, я восстанавливала свое тело, я восстанавливала здоровье. И я начала заниматься разными другими вещами, например, всякими шаманскими практиками, танцы. И это был как раз такой хороший очень урок, что если что-то у тебя отбирают в жизни, и если ты не отчаиваешься, то тебе дают обязательно что-то взамен. Поэтому у тебя всегда новая дверь открывается, да.
Я так понимаю, что вот эти картины как-то связаны с шаманством. Я вижу очень много ангелов, я вижу очень много каких-то переплетенных элементов. Такое ощущение, что там разные религии как будто объединились, да, какие-то твои, как внутренний твой мир какой-то проявился в очень многих из них. Вот у меня такое ощущение, когда я смотрю на них, да. Я пытаюсь понять, то ли это вот именно от этой школы, то, что впоследствии, скажем так, вот это твоя энергия, которая вышла наружу, или это как-то связано с твоей, опять же, другой, скажем так, профессией, да, которой ты занимаешься. Я так... Нет, нет, не так. Ангелов я любила, с детства волновали мое воображение всегда очень сильно ангелы. И, ну, конечно, это такое... Привитый уже ангел, это обязательно с крыльями. Я не знаю, как они выглядят на самом деле. Это то, что я чувствую, это то, что да, вот то, что тоже впиталась в меня, культура, вся эта вот с цивилизации культурной, эти образы ангелов. Но это именно то явление, которое волновало меня с детства. А потом у меня были просто, могу сказать, конкретные прикосновения. Потому что вот после этой трагедии с мастерской, когда это все было разрушено, моя жизнь, как я считала, она разрушена, и мне не хотелось жить, и я уже все подготовила для своего ухода. То есть это было все уже подготовила для ухода из жизни. У меня даже было все. Я знала, как я это сделаю. И, Ой-ой. И тут я вот именно реально почувствовала, как прикосновение, объятия. И вот реально вот прикосновение чего-то. И вот услышала голос: не делай этого. Не надо этого делать. И это было настолько убедительно, настолько это вот просто проникло во все мое сознание, что да, я отменила это решение и просто начала жить. То есть ты создана для чего-то большего, ты еще не исполнила свое предназначение? Да, понятия не имею, исполнила я предназначение, не исполнила. Мне как-то я уже не сильно задумываюсь над этим. Потому что самое главное, к чему я пришла, это сохранение баланса, сохранение любви к этому миру. Постоянно это я так понимаю, ощущение. У тебя что-то еще в жизни, вот, ну, как бы ты с детства рисуешь, правильно? Да. У тебя также были ангелы или... Нет, с детства это... Нет, не было таких... Не было много ангелов. Ангелы появились, когда я вышла в первый раз замуж. Вот тогда у меня была очень большая коллекция вот именно от картин, которые, да, были вот. А как ты себя можешь охарактеризовать, да? Ты была счастливым ребенком, как бы тебя поддерживали родные, близкие, вот именно вот в творческом процессе, или наоборот у тебя были какие-то трудности, и это наоборот тебя толкало вперед, как бы, потому что, ну, бывает и то, и то. Я чувствовала себя очень счастливым ребенком. Наверное, потому что была возможность быть наедине с собой. То, что я любила и ценила всегда с детства, больше всего на свете. И... То есть, несмотря на какие-то конфликты, там, которые у тебя были с родителями, ты все равно себя чувствовала счастливой и знала заранее вот свое предназначение, да, вот то, что ты хочешь, я не думала ты... о таких глобальных вещах в детстве, как предназначение. Ну, ты исполнила свою детскую мечту, да, как бы, потому что очень многие люди, когда они в детском возрасте, то есть они хотят одно, а потом как бы они себе сами не позволяют достичь вот того, чего они хотят, они начинают развиваться в какой-то другой области именно потому, что кто-то им что-то сказал, да. Это правда. Эти вмешательства были в мою жизнь, конечно, со стороны родителей. Они совершенно не хотели, чтобы я становилась художником. Меня очень сильно пугали всегда этой страшной, нищей, пьяной жизнью. Расскажи нам, вот мне интересно, вот конкретно, вот когда у тебя был один из самых твоих больших успехов, ты сколько тогда тебе лет было, вот когда, как вот твоя мама, у тебя был какой-то небольшой конфликт именно по поводу того, что ты художник?
Ну, конфликт состоялся, когда я объявила о своем решении, что я все-таки буду художником, а не музыкантом в детском садике, как планировала мама. Не, когда ты заработала ту большую сумму, ну, это и уже мама не такая. детство, А это во сколько, уже всё-таки сколько была лет тогда молодость. тебе было? Мне было 19 лет. Ну, конечно, молодость хорошо, но в 19 лет ты заработала больше, чем мама зарабатывала за сколько месяцев? Ну, за 10. Вот, то есть, Это очень, да, это была действительно большая удача, которой, наверное, можно гордиться. ну я не верю Две в мои удачу, я картины. верю в талант, скажем так, да? И удача тоже То есть должна сопутствовать обязательно. Это Как, не как ты только туда талант. попала? Это была выставка? Кто тебя пригласил? И как вообще появился клиент? Или просто Нет, понравилась это картина? в Дагестанском союзе художников была секция молодых художников, само собой, Мгм. как и везде. И на каждую всесоюзную или всероссийскую выставку отбирались работы. Приезжала комиссия из Москвы, заседала. Это было Мгм. огромное заседание, которое длилось там по 2 суток. И люди привозили свои картины со всех республик. А кто Союза купил? художников. Фонд Союза Фонд художников. Союза купил. А цену они сами определили или Да, ты конечно. определяла? Нет, только То они есть они сами. решили, что твоя картина стоит 10 маминых рабочих зарплат Да, и дали тебе эту денежку. да. И что-то потом, ну, мне мама, например, в 19 еще не давала таких денег в руки. Ну как, это было, конечно, это было потрясение. Я помню, что я не могла даже поверить, но не стоит забывать то, что я тоже пыталась объяснить маме, что работа художника, она такая, может быть заказ сегодня на 10 тысяч, Мгм. а полгода потом ты можешь просто совсем сидеть без ничего. Мгм. Ну, мне везло, мне все-таки давали заказы, я оформляла книги, делала иллюстрации к То книжкам. есть и за после это вот тоже этого платили очень опыта, хорошо. то есть после вот этой выставки у тебя пошло Да, в конечно, гору? потому что нас заметили, меня и моего первого мужа, нас заметили, нас стали приглашать к участию на всяких выставках, нам То есть давали это возможность твой ездить. самый первый, самый большой успех, Да, правильно? да, Мгм. А как достаточно тебя большой. находили клиенты Выставки, на выставках? художники, потому что есть, конечно, коммуны. Всегда работает это как? Либо с выставки увидел человека картину, либо друзья-художники, они просто рекомендуют. Я занимаюсь тантрой, но к сексу это имеет мало отношения на самом деле, потому что мои любимые выездные занятия тантрические – это поездки в пустыню. Никакого секса там, разумеется, нету. Никаких нет. Есть, конечно, тантрические всякие техники очень интересные, которые, да, могут поднять сексуальную энергию, и ее нужно провести через все тело. То есть ты, кроме как популярный художник, ты и популярный инструктор по тантре, я понимаю. Ну, я бы не сказала это в таких категориях популярные. Среди своих пациентов, да, меня ценят, и ко мне возвращаются. Пациенты. У меня есть клиенты, которые ходят уже много лет. То есть ты их лечишь. Ну, они считают так, благодарят и Ну, говорят о скорее том, всего, что жизнь да, их изменилась очень если сильно. эмоционально это лечит, конечно. Да, А как они ты стали считаешь? намного более спокойными, намного более приветливыми. Очень сильно изменилась ситуация в семье. Более позитивными, Да, да? да, все стало именно вот на вот этой вот волне принятия, Мгм. любви, благодарности. Интересно. А как ты считаешь, твои картины тоже могут лечить людей? О, я очень на это рассчитываю. Потому что есть такая энергетика прямо от картин. Мне Мне- кажется, что ты как-то вкладываешь вот свою энергию, вот именно вот свои практики, как ну, целитель, лечитель, я не знаю, имели право назвать, но Мне многие говорили об этом. Мне многие говорили об этом, что вот просто сидя под картиной, они действительно получали какие-то такие вообще фантастические результаты, Мгм. какие-то эффекты. Причем даже не желая этого, я не говорила о том, что сядь под картину и снимется обет, там, венец безбрачия или что-то такое. Нет, конечно. То есть люди сами мне просто рассказывали вот об этих вот переживаниях. какая самая дорогая твоя работа? Ну, дорогая может быть в двух смыслах, да? Твоя самая любимая, да? А может быть и самая дорогая по деньгам, да? Вот опять же, то есть
Вот на сегодняшний момент моя любимая работа вот эта. Вот Овен. Это потому что ты сама Овен? Это называется эта картина «Счастливый царь». Овен, да, он в центре. Мгм. Да, Овен, я Овен, да. Причем я родилась 1 апреля и считаю, что, видимо, этот день сильно помог мне в становлении меня самой. Это же день лжи, да? Это день дурака. А. День смеха. То есть ты не любишь обманывать людям? Обманывать людей нет, не люблю. Но посмеяться над ними, да. Над ними, над собой мне все равно. Окей. А почему именно Овен? То есть это как-то связано с твоим Да, знаком? связано. То есть Да. это ты себя видишь там или о чем? Я чувствую себя под его защитой все время. И это ощущение было им с раннего детства. И я еще получила очень хорошую такую поддержку от одной очень сильной ведьмы, которая, как выяснилось, пыталась на меня воздействовать каким-то образом. Потом она вызвала меня, мы поговорили, и когда она спросила: ты что, Овен? Да. И тогда она сказала: все понятно. А что Ну, понятно? сказала она: девочка моя, все в твоей жизни будет хорошо. Будет много очень трудностей и препятствий, но все твои враги получат по заслугам. Откуда у тебя вообще зарождаются это? Из жизни, конечно. Вышел на улицу, и у тебя просто миллион идей, которые просто не укладываются, роятся в голове. Я охотник за красотой. Мне нравится все, что происходит на Земле. И красоту можно найти просто во всем. И в дереве, и в птичке, в жесте, когда двое разговаривают. Это могут быть совершенно старые какие-то люди, но как прикоснулся по-особенному человек к своей жене. Она посмотрела на него особенным взглядом. И это уже как укол в сердце. Это уже настолько откладывается, потому что это настолько красиво и трогательно. Вот это вот свое ощущение, которое я прожила в этот момент, мне очень хочется его передать, потому что меня трогают такие вещи. А какие у тебя сложности были вот в связи с твоим творчеством? Как бы у тебя больше проблемы вот именно выразить что-то на полотне или скорее уже как-то, я так поняла, что с продажами проблем у тебя нет? Вот первый вопрос, он как раз самый тот, потому что, да, сложности есть с самовыражением. Есть некоторые работы, которые длятся уже там годами и годами. Ты не можешь их Даже закончить? русалка там, Почему? да, вот такой вот слояка, потому что, мне не нравится, я не выразила себя, оно не так, как вот мне хотелось бы. На самом деле это происходит с очень многими работами, потому что я сейчас научилась себя останавливать и не замазывать работу, потому что у меня действительно, я просто мажу. Не понравилось, не то, я просто Ты замазала. долго делаешь начинаю каждую заново. работу, я понимаю? да? Бывает так. Бывает так, что она может родиться за ночь. Бывает так, что она может... Твоя самая большая мечта в жизни? Что ты хочешь? Ты хочешь что-то показать миру, ты хочешь что-то отдать, ты хочешь создать свою, я не знаю, свой музей. Было бы неплохо, конечно, только я бы не захотела им заниматься. Мне бы на самом деле хотелось немножко возвращения прежних дел. Мне бы очень хотелось путешествовать, опять возобновить свои путешествия по миру. И уже А самое интересное место, где ты была? О, это Непал, это Индия, Непал. А что там интересного? Я там не была. У тебя там есть какая-то картина, которую ты создала, вот Да, именно с в Индии. путешествия? Ну? Я путешествовала в Индии, не было места остановиться. Там как раз мы попали в момент, когда был в храмовый праздник, и приехали паломники со всей, наверное, не со всей, конечно, Индии. Один из людей, он согласился, значит, принять нас в своем доме и провел в какую-то келью, которая была вырублена в скале. Реально, просто вот маленький Интересно. клочок. Как А монастырь. мы были настолько на уставшие, я и мой проводник, что я была такая счастливая, что нам дали вот эту вот возможность. А как вы его холод нашли, жуткий. на улице? Нет, это мой Познакомились? проводник, где-то у него были эти Мгм. связи. И спать надо было просто деревянный настил, там на нем как-то На нарах. старые. Да, это чисто нары. И скалы это стены.
И когда мы уже улеглись, я увидела этих скалопендр, вот таких на стенах. Мне было все равно. И когда хозяин спросил, ну что, понравилось? Я сказала, да, спасибо большое. Еще. Тогда он сказал, ну типа я вас проверял. Вот если типа благодарны и все хорошо, тогда я вам дам уже комфортный более номер. Это почему? Вот У них какие-то что-то- индийские такие у него, видимо, штуки. Вот проверить человека, какой он вообще человек. И стоит ли потом с он ним вас продолжать. поставил, то есть он вас отвел в нормальную комнату? Да, да. А потом, когда он Интересно. увидел, что я еще рисую, он, значит, спросил, могу ли я нарисовать его портрет. Я сказала, да, с большим удовольствием. Тогда с меня просто перестали сниматься вообще деньги за проживание в него. Он был так доволен, был так счастлив. Он на этим бартер портретом. работает везде. Да, это вообще было А потрясающе. вообще, какова идея была поехать в Непал? Почему именно Непал? Во-первых, потому что это был семинар с моими любимыми мастерами по вот этим практикам всяким эзотерическим. То есть ты не одна энергетическим. туда поехала? Нет, это была очень большая компания, все свои. Мгм. А во-вторых, я всегда о нем, я там мечтаю, это Гималаи, это такая красота, это горы, это Мечтала энергетика поехать и нарисовать, сумасшедшая да. просто. Ну, я еще не решилась нарисовать эти горы, написать. Нет, это было для меня важно просто проживание там. Это просто сумасшедшее что-то, такая красота и все другое. Это все равно, что слетать на Марс. В Гималаях это то же самое, мне кажется. Что бы ты посоветовала людям, которые вот сейчас смотрят твое видео, которым интересна вот твоя жизнь, твое творчество и хотят также развиваться, или просто людям, которым, например, интересно вот узнать чуть больше о твоих работ, вот что за этим всем стоит, да? За этим всем стоит бурная жизнь у меня лично. У кого-то она может быть совершенно спокойной и может быть просто совершенно такой фонтан вдруг выйти. Могу сказать только одно. Не бояться, переступать через свои страхи. Это очень тяжело порой, это очень страшно переступать через свои страхи. Но это возможно. Выходить из зоны комфорта Конечно, конечно. и пробовать все. Да. Пробовать все, даже, Да. даже на старости лет сходить в дискотеку. Да, Да, даже если Да. потом могут быть последствия. да. Понятно. Я тебе очень благодарна, мне очень было приятно, и мне вообще тут очень нравится атмосфера, мне прямо уходить не хочется. Спасибо большое. Спасибо. Поэтому вот кому интересно, обращайтесь к Юлии. Кстати, у нее уже есть и своя страничка на NFT, на OpenSea, где вы можете купить не только оригиналы, но и их дигитальные копии. Спасибо большое. Поэтому, кому интересно, ссылочки внизу. Спасибо. Хорошего дня. И всем удачи. Всем удачи и бесстрашия. Волшебные, красивые лампы, которые, созерцая тени которых на стене, и вот игру теней и света, можно увидеть очень много картинок, ответов на свои вопросы. Может быть рассказана целая история для человека, который задаст этот вопрос.